Всем привет! Сегодня закрываю капканы. Неделю назад не ходил на проверку, потому что под конец февраля у нас установились морозы. 40 градусов почти было, минус 40. Сегодня теплее гораздо, всего минус 20. 2 недели меня не было, вот за 2 недели тут подсыпало снега сантиметров 10. Капканы забираю, потому что место здесь все-таки такое, особенно в летний период, летний-осенний, довольно проходимое. Ягодники, шишкари, туристы. Достаточно много народу здесь ходит, поэтому капканы я убираю на всякий случай. Хоть и был снег, жерть абсолютно чистая. И на первом тоже не было снега. Не клюнул соболь на белку, несмотря на то, что вот он пробегал 10 метров, может быть 15 следок за капканом. И на подходе к капкану был след этот. Стороной прошел соболек. Ну ничего страшного, не всех же ловить. Вот этот следок рядом с капканом. Пробежал. И вот жерть, где стоял капкан. Снова следок. И снова он рядом с капканом. Капкан стоит. Пробежал рядом, посмотрел. Потоптался даже соболек. Но не залез. Неужели настолько сытые соболя, что им даже не интересно ни перья, ни жирнючее соболиное мясо? Вот сколько тут жира на этом соболе. Но если все соболя в этом сезоне с таким количеством жира, понятно, что они в капкан-то не лезут. Поймаем в следующем году. Никуда они не денутся. Вот здесь снег скопился за эти 2 недели. Видимо, ветер здесь не такой сильный, не сдувало. Вот чуть потряс и уже осыпался. Дятлы уже совсем как весной тарабанят. Но сегодня достаточно тепло, можно сказать. Очень тихо, ветра нет. Солнышко светит. Уже похоже на весну, но с морозом. Ну, здесь тоже интересно получилось. Снега здесь нет, а вот именно в насторожке что-то снег скопился. С задержкой сработал. Иду сегодня медленно. По идее уже должен был быть на зимовье. А не тороплюсь. Последние деньки охоты остались. Надо их растягивать. Еще один капкан. Еще один соболь подходил. Вокруг сбегал. Тут даже подошел. Такую сбежку типа я стоял тут. Но не поднялся опять. Капкан стоит настороженный. Все. Приманки, конечно, тут не осталось практически. Соболь есть. Оставляем его на будущий год. На расплод. Точно с десяток соболей осталось. Даже несмотря на то, что охотился здесь не один я, а есть еще один человек со снегохода ездил, ставил ловушки. Уж не знаю, сколько он поймал в этом сезоне. Но все равно, наверное, сколько-то поймал.
Бензопила где-то гудит. На той стороне реки. Интересно. Здорово, хозяин. Смолистая. Чурочка попалась. Пахнет прям смолой. Разглядел чагу тут между деревьев, недалеко от тропы. Не пойму, почему пишут мне, что надо заготавливать ее весной. Якобы ее видно лучше. Мне кажется, зимой на белом фоне, наоборот, заметно. Вот я сейчас увидел с расстояния метров 30. Кусок не очень большой. Был в снегу даже тут сверху. Но я и то его увидел. Не знаю, как бы я его весной разглядел. Даже если листвы бы не было. Но без снега, мне кажется, на темном фоне не разглядел бы. Вот так вот. Ой, за шиворот. Топор не взял, пошел. Будем ножиком добывать. Интересно мне стало. Сам никогда этим, так сказать, не проверял этот момент. Она здесь по новой нарастет или нет. Сейчас вот несколько мест отметил я по путику, которые находятся. Посмотрю на следующий год. Если там опять нарастет чага, будет уже интересно, будет плантация. А так даже не знаю, если кто знает, напишите в комментариях. Снимаю последний капкан. Здесь следов тоже нет. Получается, что даже сейчас большая концентрация следов выше зимовья. Можно было, конечно, уже и сегодня вернуться домой, но решил заночевать. Последние деньки провести, так сказать, на охоте в зимовье. Уже кипит вода. Сейчас добавим туда
После обеда сделал кружок, ну, точнее еще делаю. От зимовая поднялся вверх на хребтик. Вот сейчас вышел на буранку, дойду до речки и по речке вернусь в зимовую. Думаю посмотреть глухаря. В этом месте видел глухаря как-то раз. Сегодня даже следов никаких не видел. Едва успел засветло вернуться. Пока шел по речке, в наледь попал пару раз. Хорошо так провалился, где-то в пол сапога. Ноги сухие, потому что сразу, когда вытащил сапог из воды, сунул его в снег, и вода не успела попасть внутрь, впиталась снегом. А вот развязать не могу, руки замерзли. Этот развязался. Правой ногой тоже проваливался, но не так глубоко. Хорошо. Обледенел сапог снаружи.